Вершина пищевой цепи Африки занята настоящими мастерами своего дела, но даже им по зубам далеко не все обитатели саванны, и эти гиганты – отличное тому подтверждение. Пребывая в ярости, они способны поднять в воздух своего злейшего врага, а при поддержке товарищей эти копытные могут обратить в бегство целый прайд. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – настоящие титаны с тяжелым вооружением – африканские буйволы. Не забывайте подписываться на канал в Яндекс.Дзене, ссылка будет в описании. В современном мире выделяют несколько подвидов африканского буйвола. Животные, обитающие в лесах Центральной и Западной Африки, не отличаются выдающимися размерами, чего не скажешь про так называемых капских буйволов, типичных жителей саванн южной и восточной части континента. Они обладают не только массой, порой превышающей 1 тонну, но и являются непредсказуемыми, своенравными, а порой и невероятно агрессивными копытными. И они могут себе это позволить, ведь помимо устрашающих размеров и самцы, и самки вооружены массивными изогнутыми рогами, которые активно пускаются в дело. Рога быков традиционно крупнее. Их общая длина может превышать 2,5 метра. К тому же с возрастом они срастаются у основания, наделяя своего обладателя дополнительной защитой и ударной мощью. Тем не менее, Африка – родина одних из самых опасных хищников. Поэтому даже у таких гигантов есть враги, которые совместными усилиями способны расправиться с добычей в 10 раз тяжелее себя. Однако социальное поведение буйволов не ограничивается совместным щипанием травы. Это одни из немногих копытных, которые, рискуя собственной жизнью, готовы помочь находящимся в беде сородичам. Этот истощенный гигант попал в цепкие объятия львицы. Его сил хватает лишь на тревожный рев, и на помощь бедняге приходят полные энергии и ярости быки, один из которых буквально нанизывает неприятеля на огромный рог. Повторяя движение, он готов разорвать обидчика, едва оставляя шанс унести ноги. Львицы уступают в размерах даже молодым особям, но залог их успеха составляет слаженная работа в команде. Однако с организованной атакой могут возникнуть трудности. Повалить такого соперника – задача не из легких, особенно когда на помощь приходит верный товарищ. Даже если хищникам удается застать буйвола врасплох, численное преимущество не всегда решает. Прочная шкура защищает быка от острых когтей, а целая гора мышц не оставляет противникам шанса остановить такого титана. К тому же занявший оборонительную позицию буйвол может быть смертельно опасен, поэтому прайду остается удалиться ни с чем. Обычно буйволы путешествуют стадами численностью в 20-30 особей, однако в сухой сезон они собираются с сотнями себе подобных. Эти животные плохо видят и в основном полагаются на развитое обоняние, поэтому присутствие врага для них редко становится сюрпризом. Выстраиваясь плотными рядами, копытные неспешно вытесняют противника с территории, не давая шанса зайти сзади. При этом самые смелые не упускают возможности показать хищникам всю серьезность намерений, и опасным охотникам зачастую приходится спасаться бегством и даже искать спасения на деревьях. Со временем старые самцы покидают стадо, предпочитая одиночество. От этого они не становятся легкой добычей, ведь помимо рекордной массы, эти особи обладают агрессивным нравом, что позволяет в одиночку противостоять целой банде. Хотя сражение в жару быстро изматывает быка, и он теряет равновесие. Однако воля к жизни слишком велика, и буйвол собирает последние силы, чтобы подняться на ноги. В итоге он показывает, кто настоящий хозяин этих земель.
Изнуренные от перегрева львы не готовы по новой вступать в битву, поэтому на этот раз бык обретает право на жизнь. Если взрослый здоровый самец не по зубам даже целому прайду, то детеныши становятся объектом внимания множества местных хищников, в том числе охотников-одиночек. Но даже царь зверей может познать гнев матери, которая вместо побега выбирает нападение. С поразительной ловкостью она быстро дает понять льву, что дальнейшее преследование может быть опасным для жизни. Когда львам все же удается отбить детеныша, это еще не гарантирует сытный обед. И в, казалось бы, безвыходной ситуации буйволы подавляют панику и возвращаются к месту погони, решительными действиями разгоняя целый прайд хищников, при этом успевая спасти теленка. Зачастую именно паника играет ключевую роль, моментально охватывая все стадо и превращая его в неуправляемый организм. Несмотря на массивное тело, буйволы могут бежать со скоростью почти в 60 км в час, но телята не всегда поспевают за всеми и становятся легкой добычей. Однако стоит лишь одному животному замедлить ход и показать свой настрой, как число заступников моментально растет, и даже мертвая львиная хватка под таким напором разжимается в самые короткие сроки. Молодые львы, изгнанные из прайда, вынуждены охотиться в одиночку, и если догнать буйвола часто не составляет труда, то усмирить его под силу далеко не каждому. В ход идут самые отчаянные трюки, но нападение без поддержки чаще всего оборачивается провалом. Разгневанные животные не хуже хищников могут работать в команде, и эта львица попала в настоящее окружение. Пытаясь прорвать оборону, она рискует напороться на один из десятков массивных рогов, и лишь кошачья ловкость и молниеносные рефлексы помогают найти выход из ловушки. Буйволы не терпят зной, поэтому дневные часы животные предпочитают проводить в тени деревьев, а при их отсутствии коротают день в лужах и принимают грязевые ванны, охлаждая тело и спасаясь от надоедливых насекомых. С последним им также помогают находчивые волоклюи. Лишь с наступлением вечерней прохлады копытные отправляются на пастбище, где и проводят всю ночь. Ведь каждые сутки им требуется около 20 кг травы. Ночные нападения также не редкость, но вместо ожидаемой паники прайд может получить обратную ситуацию. Многочисленное стадо способно просто снести неприятелей и растоптать не одной сотни тяжелых копыт. Несмотря на многовековое противостояние, популяция буйволов мало страдает от нападения львов. Куда большую опасность носит соседство с человеком, который истребляет животных не только из-за мяса, но и от страха. Ведь от разгневанных копытных в Африке погибает больше людей, чем от львов и леопардов. Несмотря на это, общая численность животных около 1 миллиона особей, и при должных охранных мерах у них есть все шансы на успешное существование. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!